Здравствуйте, мои дорогие зрители и подписчики. Приветствую вас на своем канале. Кто еще не подписан, пожалуйста, подписывайтесь, нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать следующие мои видео. Сегодня тема нашего расклада будет такая. Страдает, скучает по вам ваш мужчина, боится ли вас потерять? Настраивайтесь, пожалуйста, на расклад. Представляйте вашего мужчину, представляйте его энергетику, его глаза. Расклад, как всегда, будет общий. Конкретно вашу ситуацию я не знаю, карты я читаю в общем, но общий расклад работает так, что каждый, кто смотрит этот расклад, в момент просмотра услышит именно то, что касается конкретно его. Не верите, пожалуйста, посмотрите, проверьте, отпишитесь. Итак, давайте смотреть. Страдает, скучает, боится ли вас потерять ваш мужчина? Итак, мужчина. Семерка мечей. Ну, мужчина почему-то раздражен. Мужчина сейчас что-то не устраивает. Десятка колес здесь. Какой-то денежный вопрос мужчину волнует, видимо, не хватает денег, либо, может быть, вы в разлуке находитесь из-за материального вопроса, может быть, он финансово как-то не дотягивает до вас, до ваших запросов, да. Мужчина еще также очень ревнивый, паш мечей здесь выходит, очень ревнует, отношения могут быть у вас по переписке, на расстоянии, да, посредством интернета, может быть, познакомились, общаетесь так. Вот. Но состояние его раздражен из-за ревности, да, вот ревнует очень. Ну и плюс материальный вопрос его интересует. Так, давайте смотреть его внутреннее уже состояние, что он испытывает, что он страдает, скучает. Ревность мы уже увидели, да, есть у мужчины. Опять же, семерка колес. Вы знаете, мужчина ждет. Мужчина ждет, возможно, ждет встречи с вами. Возможно, ждет результата каких-то своих вложений, да, каких-то стараний, может быть, развития какого-то, да, процессов, каких-то отношений ваших. Вот. То есть он сейчас занял позицию выжидания. Здесь, да, вот выжидание перед какими-то решительными действиями. Но здесь мужчина, вы знаете, скучает, вот именно физически очень скучает. Тут сильно его влечет, видимо, к вам. Вот хотел бы каких-то новых, ярких эмоций, может быть, в этом плане. Вот, но сейчас он выжидает. Скучает ли он? Отшельник. Да, вы знаете, он скучает, очень скучает. Вот сейчас он находится по старшему аркану в отшельник, да, ото всего отгородился, может быть, замкнулся в себе. Очень серьезно идет работа внутренняя с собой, размышления, мысли, философствование, поиск истины здесь может быть, да, поиск вот того пути, которым идти правильно, как же добиться того, что хочется, как же достичь, да, вот, как же действовать нужно здесь, чтобы добиться, может быть, вот того, да, что было посеяно, того, что было начато, да, развитие, как пришло бы. Скучает ли, страдает повешенный? Да, скучает и страдает, и бездействует. В депрессии однозначно находится мужчина, ну, может быть, не проявляет он эту депрессию, но я вам хочу сказать, вот так вот тут он висит, вот здесь у нас подвешенный, да, вниз головой, думает, возможно, жалеет себя несчастного, как ему одиноко, вот как у него сложилось, вот все виноваты, вот действовать я не буду, да, хотя действовать тут, ну, надо, но бездействует он 100% сейчас, вот мужчина бездействует, может быть, какая-то, если идет у вас переписка, то она достаточно вялая, эта переписка, вот, потому что мужчина, вот он сейчас выбрал быть в таких энергиях, понимаете, в депрессивных, сейчас он подепрессует,
пожалеет себя. А почему он жалеет себя? Потому что здесь присутствует королева жезлов, его страсть. Женщина, которой он испытывает очень сильную страсть. Яркая, уверенная в себе, страстная. Женщина, которая ждет от него инициативы, ждет от него действий, ждет от него проявления интереса. Вот такая яркая, уверенная, страстная женщина, да, которая его неумолимо влечет. По гороскопу, возможно, женщина огненной стихии. Но не обязательно здесь смотреть по гороскопу, да, огненная стихия по асценденту или по основному знаку. В основном, да, по описанию. Вот страдает и мучается он по этой женщине, которая его влечет. Но вот сейчас, судя по всему, вы не вместе по каким-то причинам. Что еще? Рыцарь мечей, ну, ревность. Он очень ревнует, он может следить за вами, он может отслеживать ваши соцсети, ваши действия в соцсетях, в мессенджерах, когда была, не была, сколько была, шпионить в прямом смысле слова, да. У кого-то здесь может быть мужчина воздушной стихии, моложавый, активный, такой мужчина, знаете ли, действующий, хотя сейчас висит и в отшельниках, да, вот, мужчина яркий, да, такой представитель воздушной стихии, вот, храбрый, ну, может быть, где-то конфликтный мужчина, да, который очень думает, ну, хочет, чтобы как-то время пробежало быстрее, может быть, да, события развивались быстрее, это в его мыслях. Тройка кубков, который хотел бы уже разрешения данной ситуации, которая сложилась. Хотел бы счастливой встречи, хотел бы, да, свидания с женщиной, с вами, вот, хотел бы, чтобы это было как-то весело, легко, счастливо, потому что счастье именно вот с этой женщиной он сейчас видит и ощущает. Вот, но пока что, вот вы видите, да, пока что страдает. Вот хотеть-то он хочет, но состояние его очень скучает, очень страдает, да, боится вообще потерять все и вообще не видит, что он чем-то обладает. Вот было, чем-то обладал, сейчас где оно? Как сквозь пальцы ушло, вот так вот, да, здесь он может и финансовые какие-то даже проблемы испытывать, но без вас он страдает. Вот посмотрите, карта какая, сейчас посмотрю, не отсвечивает вам, посмотрите, да, то есть без вас ему плохо, без вас ему одиноко, вот холодно, вокруг снег, да, ни души. Здесь вот вы были вместе, вы были освещены солнцем, все сияло другими красками, да, а сейчас вот вокруг вот эта темнота, вокруг он ничего не видит, нету сейчас у него развития, висит отшельник, повешенный, да, замкнулся в себе, в депрессии от всего мира. Может быть, он там что-то может и показывать, да, публиковать тоже в соцсетях, какой прекрасной жизнью он живет, да как ему хорошо. Все это, даже не смотрите на это и не реагируйте, все это показное. Правосудие. Вы знаете, сейчас идет этап как развития. То есть будет какое-то разрешение вот сложившейся ситуации, так не останется, да, не будет вот этого, что он бездействует, страдает, и вот вроде как и страсть, здесь есть и желание, да, развитие ждите, развитие будет, а то, что сейчас, это как бы как этап к тому, что будет дальше, говорят нам карты, десятка жезлов, очень много препятствий стоит у вас, у двоих. То есть вы чувствуете, вам тяжело, когда вы хотите быть вместе, но не то, не сё, не складывается как-то, да, то что-то там, вот-вот, раз опять.
То он на негативе, то вы там, да, вспылили, может быть, что-то еще, да, и как-то и не приехать, и не прийти, и вот так складываются обстоятельства, и виновных-то тут нет. Вы понимаете, вот так сказать, да, что кто-то там, что вот так складываются обстоятельства, вот так вот сверху, вот так вот, понимаете, регулируется все. И неудобное положение-то, понимаете, ни вам, ни ему, никто здесь не в комфорте, нету здесь гармонии сейчас, нету. Постоянные качели, постоянный какой-то выбор, да, постоянно то хорошо, то плохо, то холодно, то жарко. Вот какое-то такое переходное состояние сейчас. Но мужчина скучает, мужчина хочет, чтобы уже вот этот период закончился. Я не знаю, там, если кто-то в вынужденной разлуке, ждет встречи, ждет, что это наконец-то состоится. Если вы поссорились, да, там вот мечи у нас вначале выходили, может быть, из-за ревности чьей-то, из-за вашей, из-за его, то уже хочется, чтобы эта ситуация разрешилась. Уже чтобы, да, сверху помощь пришла, помогли, рассудили, направили, да, чтобы не было вот этой больше борьбы. Почему вот надо бороться, думает он, вот висит там и думает, ну почему же я должен все время бороться, да, почему за каждый там, за что-то, за любое там, да, какое-то благость нужно так сильно бороться. Да устал он уже. Не хочет он. Вот я вам говорю, устал, не хочет. Четверка мечей здесь. Устал он, не хочет. На паузе он сейчас. Вот такое его состояние. Понимаете? Ну, я не знаю, что там у вас происходит, но, видимо, все-таки серьезные какие-то у вас там были, да, такие впечатления, чувства, эмоции, события. Не знаю, ну, мужчина здесь неспокоен, он просто устал, он просто взял паузу, она ему нужна. Этого требует его внутреннее состояние, его душа этого требует, понимаете? Да, его душа этого требует, вот я вам сказала, да, и выходит Иерофант, потому что так вот, да, вот ему это время сейчас, бездействие, вот эта ревность, вот это все, развитие, вот это внутреннее, да, ему нужно для того, чтобы он повзрослел, для того, чтобы он внутри трансформировался, чтобы он стал сильнее, он стал мощнее, он понял, что для него важно, для него, что в принципе важно в этой жизни, да, что, для чего, что это все. Здесь, кстати, может быть, вот так сейчас повисит, подумает, полежит и решит, что он вообще должен быть вашим мужем в будущем. Такое тоже может проиграться. Но пока что он у вас бездействует, скучает, страдает, деньги, может быть, копит, да, вот так лежит, четверка мечей, четверка колес, повешенный отшельник, ну, просто. Не думайте, что там сладкая жизнь, вот перевернулась колесница. Старший аркан. Здесь вы можете быть представителями разных национальностей, разных культур, да, разных религий, жить в разных городах, странах, континентах, даже разных рас. Да. Вот видите, вы можете быть абсолютно разными людьми. Также может быть большая разница в возрасте у кого-то, да, но разность есть. Но вы вместе, и движение у вас вперед вместе. И никуда вы сейчас из этой упряжки не денетесь, ни он, ни вы. Как бы вы там ни страдали, как бы вы там себе не терзали сердце, скандалы, выяснения, ультиматумы, это ни к чему не приведет. Вот здесь просто говорят нам карты, вот эта вот пауза, да пусть она будет, эта пауза, да пусть он думает, висит, размышляет, никуда он сейчас не денется, потому что свыше дано это. Это, как вы знаете, ну, пока не пострадаешь, не узнаешь, что такое счастье, говорится так, да, у нас. И вот, пожалуйста, семерка жезлов, да, вот эти препятствия, споры, переговоры, все это нужно. Вот я вам говорю, вот эти терзания, да, вот это вот острое, там, да, все на грани, а впереди-то успех. А впереди успех у вас двоих.
Понимаете? Поэтому и скучает он по вам, и страдает он по вам. Это точно. А потерять... вот знаете, ну там вышло, конечно, что страстная женщина. Вот давайте спросим, боится ли он вас потерять? И вообще, как он к этому относится? Что скажут восьмерка жезлов? Ну что, ну... Вы знаете, он конечно, боится. Но вот посмотрите, восьмерка жезлов, восьмерка кубков, он не считает, что он вами обладает. Вы понимаете, может быть, где-то он считает, что он уже вас и потерял, да? Тут на самом деле от него-то, может, ничего и не зависит, но и вот вы понимаете, он здесь король, ну, король колес, король пентаклей, да, вот он держит эту монетку, вот он держит вас, драгоценность в руках. То есть он не считает, что он вами обладает. Почему? Я не знаю, что у вас там за ситуация. Но обладать вами он хотел бы. Потерять он вас не готов. Здесь, может быть, мужчина земной стихии проигрывается по асценденту или по солнечному знаку. Но мужчина здесь также, знаете, заинтересован в финансах, в том, боится, что потеряет вас, если будет бедным. Если не сможет обеспечить вас, вот тогда он уверен, что точно вас потеряет, да? Что если не будет определенного уровня этот мужчина, вот это он четко понимает. Ну что, а что здесь такого, да? Хорошо, что он понимает, но он не считает, что вы его. Нет, потерять, может быть, у кого-то он и считает, что он вас потерял уже даже, вы понимаете? Ну-ка, давайте посмотрим вообще, что... А что же дальше-то? Десятка мечей. Ну, еще пострадает. Еще будет страдать, и нервы даже потреплет, и пятерка мечей. И будет у вас какой-то, да, тут и, вы знаете, и даже и какое-то объяснение будет, может быть, встретитесь, и, знаете, расскажет вам все. Знаете, бывает такое, что вот вы во всем виноваты и так далее. Ну, бывают такие мужчины, да, многие такие, да, а на самом деле-то дальше солнце. А дальше солнце, дальше счастье. Все это из-за того, что он хочет счастья, он хочет любви с вами, он хочет семьи с вами, быть с вами, страдает, скучает и будет трепать нервы, ну вот так, да, но быть с вами хочет он, очень хочет. Хочет тепла мужчина, не хватает ему, вас не хватает, скучает очень, очень скучает, очень ему не хватает. Посмотрите, шестерка колес здесь, дно колоды очень хорошая. Здесь, вы знаете, вообще все должно быть хорошо. Вы должны, если не помирились, еще помириться, посмотрите. И деньги, в принципе, будут. Вы знаете, в вашем союзе, если вот вы будете вместе. Но пройти вот этот тяжелый, острый этап нужно для того, чтобы прийти к вот этому светлому будущему. Понимаете? Так вот. Вот и умеренность, посмотрите, открыла колоду, да, вот умеренность. Не торопитесь, не торопитесь, не терзайте себе душу, не терзайте себе сердце, не переживайте. Вот на все его острые эти там ревности вас вызывает, вас ревнует. Да просто дурачок он. Ну, неправильно он действует, не мудро. Придет он к этой мудрости, нужно ему это время, но... Вообще будущее здесь, возможно, очень хорошее с этим мужчиной. А сейчас, я вам хочу сказать, и скучает, и переживает он по вам, да, и страдает, а боится ли потерять, не считает, что обладает вами, понимаете, но и упускать не хочет. Вот так, имейте в виду, может быть, в чем-то вам поможет, как-то, как строить с ним общение, да, но он вас не считает только своей и своей.
Вот так здесь получилось, такой расклад. Послушайте его внимательно еще раз. Очень много информации, такой какой-то нестандартный в этот раз, да, получилось много. Я прощаюсь с вами, желаю вам огромного счастья и большой любви. Увидимся в следующих видео. Всего вам доброго, до свидания.